Эй, пс, вступай в нашу группу ВКонтакте, где есть актуальные новости по eFootball, и подписывайся на телеграм-канал, в котором также присутствуют новости, офф-топ и, конечно же, мемы. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. В четверг стал доступен очередной эпический пак, на этот раз с игроками Челси. В частности, с Дрогба, Макелеле и Чехом. И несмотря на то, что игроки уже по сути дублируются и просто появляются новые карточки одних и тех же игроков, на них так или иначе, но интересно взглянуть. И в сегодняшнем видео предлагаю вкратце заценить Дидье Дрогба и Макелеле из этого эпического пака. Как и всегда, рассмотрим их скиллы, а также я поделюсь своими впечатлениями, сыграв с ними пару-тройку матчей в онлайне. Забегая наперед, Дрогба приятно удивил, а Макелеле оставил неоднозначное мнение. Но обо всем по порядку. Не забудьте про привычную активность в виде лайков и комментариев, это крайне важно, особенно для данной рубрики. Ну и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Ну и, конечно же, отдельная благодарность Юрий Гансу с канала eFootball Russia, чей аккаунт я и использовал, чтобы затестировать этих двух легенд. Ссылка на него будет в описании под этим роликом. По большей части этот ролик будет посвящен Дидье Дрогба, хоть и его карточка не бигтаймовская, но тем не менее для меня она представляет больше интерес, да и о ней у меня впечатлений осталось намного больше, как приятных, так и может быть не совсем. Если взглянуть на скиллы прокачанного Дрогба, то заметно выделяется умение атаковать 96, реализация 88, игра головой 88, сила удара 90, устойчивость при толчках 89. Последние скиллы говорят о том, что Дрогба достаточно устойчивый нападающий, который в борьбе за мяч не будет уступать защитникам соперников. И это также немаловажно для игры на втором этаже, с которой у Дрогба очень все неплохо. Об этом говорит как отдельный скилл, так и навык, а именно верховое главенство. Что же касаемо других навыков, то у него имеются удары, как дальние, так и без обработки. Последнее так вообще здорово. Присутствует даже Рабона, хитрость, способности капитана и боевой дух, который позволяет игроку особо не расстраиваться, если он в лишний раз не попадет по воротам. Казалось бы мелочь, но на самом деле немаловажно во время игрового процесса. Если вам интересно его сравнение с предыдущей версией, а именно легендарной, то моделька никак не изменилась, да и по сути это один и тот же Дрогба, сезон 11-12. Возраст тот же, рост и вес тот же. Различаются разве что небольшие скиллы. И то, новый Дрогба стал чуть-чуть техничнее, и у него немножко вырос баланс, но до 70 все еще не дотягивает. В общем, новый Дрогба более такой отзывчивый, более подвижный, нежели предыдущий, и в этом его несомненный плюс. Что же касается Макелеле, со стороны он выглядит очень даже грозно. Общий рейтинг в 97 при полной прокачке и отдельные скиллы. Пас снизом 91, умение защищаться 90, подкаты 95, агрессия 92, вовлеченность в защиту 91 и выносливость 92. В навыках у француза достаточно немало пасов, а именно в касание, в разрез и низкий пас навесом. Также он обладает немаловажным для опорника навыком, а именно перехват и опекун. Ну и также как у Дрогба у него присутствует боевой дух. Если же сравнивать его с версией легендарной, которая за Реал Мадрид, то оборонительные скиллы немножко уступают, а так, в принципе, все остальные скиллы превосходят. Соответственно, за счет этого его общий рейтинг и поднимается на фоне первой версии в eFootball. И поскольку мы ведем речь как раз таки сейчас о Макелеле, давайте я начну краткой характеристики именно опорника, а потом расскажу про Дрогба. Лично мне Макелеле особо не зашел, сейчас объясню почему. В качестве опорника, который держит позицию, отбирает мячи, он просто замечателен, к нему тут претензий нет. Он отлично подбирает позицию, выскакивает вперед соперников и за счет этого нередко перехватывает мяч. Это очень здорово и выделяет его на поле. И несмотря на высокий скилл, пас низом, несмотря на множество навыков, которые посвящены пасам, все время, когда команда теряла мяч, это после того, как Макелеле пытался отдать передачу. Я не шучу. Всякий раз, когда мы пытались выйти из обороны в атаку через Макелеле, зачастую его пасы оказывались неточными. Я не понимаю, почему так происходило, но так оно и было. И это опять же при том, что у него достаточно хорошие цифры по части пасов. И это тот самый случай, когда просто посмотреть на скиллы недостаточно. Нужно поиграть и посмотреть на это самолично. Ну и что хочется отметить в конце, так это несмотря на его небольшой рост, всего 174 сантиметра, он нередко выигрывает верховую борьбу, как тот же самый Цыган, например. Что же касаемо Дидье Дрогба, то он стал приятной неожиданностью. Учитывая его рост, его вес, в целом фактуру, он такой крупный нападающий, я думал, что он будет деревянным и достаточно трудноуправляемым. Но, несмотря на это, он достаточно отзывчив в управлении и крайне активен в атаке.
Тому способствует его стиль охотник за голами, который и постоянно направляет его к воротам. Но что еще немаловажно, несмотря на его ужасные пасы по цифрам, он неплохо распасовывается, и он отлично смотрится в подыгрыше. Много голов в моих матчах он не забил, но отлично действовал в подыгрыше. И именно с его перехватов и последующих пасов и начинались опасные атаки. То есть это по сути обратный случай Ван Нистелрою, которого мы также рассматривали на этом канале, когда цифры такие же по пасам. У Дрогба, тем не менее, пасы получаются во время матча, а вот у голландца они какие-то были, ну, не очень. Приплюсовываем сюда также, что у Дрогба отличный удар по воротам, он постоянно мечется наверху, оказывает давление на соперников, что также немаловажно. И я бы посоветовал Дрогба ставить не столько в одиночку в нападение, сколько в паре с кем-нибудь. В принципе, он может сыграть оттянутого форварда, хоть и потеряет в рейтинге, но выпустив его в связке центрально нападающий и оттянутый форвард, неважно, ЦН или ОФ он будет играть, он очень поможет второму нападающему. Да и фланговым игрокам также не помешает, потому что, повторюсь, в моих матчах он только и делал, что распасовывал налево и направо. К тому же не стоит забывать про его верховую борьбу, а именно навык игры головой и в целом отдельно посвященный навык верховое главенство, которое позволяет Дрогба снимать почти каждый навес. То есть всякий навес, который летит в его сторону, даже если Дрогба по сути не цепляется за мяч, проигрывает верховую борьбу, мяч все равно отскакивает в сторону вашего игрока. В общем, как-то вот так вот у нас получилось с этими двумя игроками лондонского клуба. И посоветовал бы ли я крутить этот пак? Ну, на самом деле, тут 50 на 50. Если у вас имеются предыдущие версии всех трех игроков, то тут еще нужно подумать. Но если посмотреть по цифрам, то новая версия все-таки немножко, но лучше. Если у вас этих игроков еще нет в составе, то попробовать можно. Если же у вас есть опыт подобной игры за этих игроков, то обязательно делитесь им в комментариях под этим роликом, как вам эти ребята, ну и в целом будете ли крутить этот пак. Пишите в комментариях. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, потому что это крайне важно для продвижения ролика. Ну и канал, соответственно, тоже таким образом продвигается. Ну а на этом у меня все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. Всем пока, дорогие друзья.